Смотрите, что раздобыл. Это колонка от Brain Audio с инновационным басом. В этой колонке они сделали специальный динамик, у которого постоянные магниты на звуковой катушке, которые создают антипружину. Эта антипружина противодействует, во-первых, мягкости подвеса, во-вторых, упругости воздуха, запертого внутри. Таким образом, их мотору в динамике нужно прикладывать меньше силы, чтобы создать большое движение динамика, несмотря на маленький объем. Посмотрим, что они такое натворили. Вот он, вуфер. Сейчас он находится во втянутом положении. Колонка выключена, и он вообще недвижим. Включаю. Battery, 90%. Bass medium. Ну и вот последствия такого решения, что ему нужна какая-то сложная активная система для того, чтобы поддерживать динамик в среднем положении. Естественно, его желание – это уйти в какую-то крайность. Не знаю почему, но он слегка вибрирует. Давайте еще раз его включим и выключим. Выключаем. Не продавим. Включаем. Battery, 90%. Bass medium. Продавливается. Если я на него нажму, он начинает компенсировать внутренним насосом. Ой, кажется, я его перегрузил. Крутая вещь. Значит, тут у него две пищалки, а по бокам у него среднечастотники. Вот здесь вот видно немножко решетку. Что там за динамик, вообще не видно. Вот, собственно, и все. Колонка. Давайте флексанем. Ты куда поехал? А больше можно? Нет, больше нельзя. Вот это максимум. То есть я громкость увеличиваю, а амплитуда уже не растет. Компрессор работает. Судя по всему, динамик довольно тяжелый, потому что по столу он ездит.
Тут у нас микрофоны и емкостные сенсоры, видимо. Ничего особо интересного. Кроссовер. Do not cover. Там, что нельзя затыкать. Кстати, похоже на то. Так, тут, к сожалению, у нас имеется провод. Возможно, это будет потом очень сложно приделать обратно. Надеюсь, получится. Так. То есть, да, это явно дырочка, через которую воздух может попадать внутрь объема. Охренеть, я думал, тут акустический объем. Тут чего только нет. Это, видимо, компрессор. Тут фиг его знает что. А, вообще это все акустический объем. Вот же прокладка же. То есть это все внутри под давлением. Офигеть, сколько тут всего. Просто все битком забито. Так. Я даже не знаю, с чего начать. Тут столько каких-то куча. Батарейка. 35 ватт-часов. Так, батарейка пошла куда-то. Вот я ее вытащил. Как я ее потом буду вставлять, я не знаю. О, жестко. А, это, наверное, акустический объем всех остальных динамиков. Я понятия не имею. Тут какой-то клапан, что ли. Все приклеено. Тут выглядит так, как будто тут винтики. А тут нет никаких винтиков. Может, надо все-таки эту панель отрывать как-то? Фиг знает. Сейчас подумаю. Так, новая вводная. Басовый динамик хочет выпасть. Я открутил здесь винтики, а это магнит динамика. Вот он теперь хочет вывалиться. Сейчас я буду доставать. Так, динамик достали. Отлично, давайте на него посмотрим. Так, вот такой вот интересный динамик. Тут, по-моему, звуковая катушка. Не совсем ожидал здесь звуковую катушку увидеть. Тут похоже на магниты. Знаете, что интересно? Тут же все на винтиках. Мы, может быть, даже разберем и заглянем внутрь. Интересно, смогу его выдвинуть? Так. Да, он довольно тугой. Ну, то есть он даже очень тугой.
Класс. О, он прямо... Вот я его еле выдерживаю в среднем положении. Он прям рвет туда или сюда. Так, тут какой-то датчик. Вот там надо... Под этим датчиком тоже что-то есть. Пока непонятно, что именно. Фигли. Видать, приклеен. Вот, кстати, через дырочки еще что-то видно. Там звуковая катушка прям очень толстая. Это просто лоток для батарейки. А вот это что-то интересное. Вау! Охренеть! Это энкодер. Круто. Так, интересно, это поддается? Это поддается. Я немножко боюсь пока это откручивать, потому что там все очень много сил. С этими всеми силами могут быть проблемы потом поставить это на место. Эта хрень приклеена только для того, чтобы спрятать винтики. Сука. Вот зачем так делать? Все разваливается, что не может не радовать. Во. Динамики. Объем у них общий. Я на один нажимаю, другой движется. У этих объем раздельный. Но его почти нет, потому что это пищалки. Ничего интересного. 6 Ом, 10 Ватт. Никакой информации о том, что это за пищалочка. Ну, толкнутая. Ух ты! Вы прям хай-энд. Тут дырки, там дырки. Прям обалдеть.
Внутри этого объема более-менее нет ничего. Так, теперь попробую достать усилитель. Это басовик. Это батарейка. Это среднечастотники. Это тоже среднечастотники. Энкодер на басовике. Это батарейка. Это клапан. А это компрессор. Вот этот двойной. Все. Надеюсь, смогу собрать обратно. Так. Вот такой обычный ноутбучный Wi-Fi. Забавно. Какие-то микросхемки. Явно процессоры. MCIMX7D5. Альтера. А они ведь, походу, не обманывали. У них DSP на плесни работает. Как-то глупо со мной, мне кажется, но тем не менее. DSP на плесени. Ну или, по крайней мере, плесень есть. Кстати, SD-карточки нету. На другой стороне почти ничего. Так, усилители. Мы до них добрались. Это прикольная система охлаждения. Тоже усилитель, небось. То есть это, видимо, все среднечастотники. А это басовик. Сейчас посмотрим, что это за микросхема. Так. Я набрался смелости. Итак, сейчас магнит втягивает звуковую катушку, следовательно, его прижимает к этой поверхности. Я могу просто открутить винтики, и ничего не произойдет. Я откручу винтики, но не совсем. И оставлю два совсем закрученными. Так, дальше план такой. Я его выворачиваю и буду аккуратно отпускать эти винтики, чтобы аккуратно этот магнит пошел наружу. Так. Динамику такое положение, наверное, не очень нравится. Но сразу ничего плохого не случилось. Это уже приятно. Так. Так, вот он уже хочет взлететь. Так, аккуратно. Теперь он тащит. Интересно. Теперь он, наоборот, тащит. Так, ладно. Это мы просто вытащим. Смотрим. Ого, белый. А почему белый?
Тут черные магниты, тут белые магниты. Видим, покрашены просто. Хорошо. Посмотрим на катушку. Что тут мы имеем? Тут, судя по всему, встроены магниты. Сейчас мы их пощупаем. Да, тут есть магниты. Они, кстати, не очень сильные. Видимо, благодаря тому, что их много. Так, какой полюс где? Я не знаю, какой из них северный, какой южный, но один из них квадратный, другой круглый. Так, вот это к квадратному притягивается, а это отталкивается от квадратного. Значит, это притягивается к круглому, да. И я думаю, что они все по окружности одинаково, да? Так, в общем, получается что? Что вот это притягивается, это которое глубже кольцо. И это кольцо тоже, вот оно, которое глубже там, оно тоже вот притягивается с той же стороны. То есть это два одинаковых полюса. Следовательно, вот эти магниты хотят, что из силы вот из этого зазора убежать. Вот так оно, видимо, и работает, что эти магниты хотят убежать в ту сторону, эти магниты хотят убежать в ту сторону. Когда он находится в центре, а сила 0, но как только мы немножко смещаем, эти магниты убегают, эти магниты хотят вбежать в этот зазор, и получается, что динамик выпихивает наружу. И, соответственно, две звуковые катушки в каждом из зазоров в поле направлены в разные стороны, и, соответственно, звуковые катушки, скорее всего, намотаны в разных направлениях и создают силу в одном направлении, когда пускаем по ним блок. Не очень хитрая система. Классно. Прикольно. У этого динамика уже привычный вывих. Типа он в спокойном состоянии находится не в среднем положении, а уже во вдавленном. Видимо, из-за того, что он хранится в этом положении, он немного привык к этому положению. Он не то чтобы очень жесткий, он такой в меру жесткий. Так, вот тут видно обмотку 1. И там в глубине есть обмотка 2. Параллельно они или последовательно, не знаю. Скорее всего, последовательно. Трудно понять. Впрочем, какая разница? Так, немножко вот собрал. Попробуем включить. Так. Судя по всему, дырень. Тем не менее, он включился. Да. Угу. Да, надо сказать, дырень. Такое впечатление, что дело вообще-то вот в этой самой дырке, на которой написано «не затыкать». То есть, если я ее сейчас заткну и нажму «включить», вот он включился. И вроде все нормально. Никаких проблем. Теперь я отпускаю дырку. И он явно недоволен. Вот я опять заткну дырку.
Все нормально. Стоит мне отпустить? А нет, сейчас вроде нормально стало. Интересно. В общем, он стал себя вести нормально. Не знаю, в чем дело. Может, ему надо было просто продуматься. Дырку не надо затыкать, все играет, все работает. Успех. Я немножко тут побаловался, и, кажется, становится чуть более понятно, как работает стабилизация динамика. Хотя, с другой стороны, есть и непонятное. Вот сейчас он находится в каком-то стабильном положении и его активно стабилизируется. Теперь я буду прикладывать силу. Я прикладываю силу. И смотрите внимательно, что среднее положение смещается вверх. Я сейчас нажму еще сильнее. Еще сильнее. Еще сильнее. Я потихоньку увеличиваю силу. Я уже давлю довольно сильно. Прям довольно сильно. И видно, что динамик при этом полез вверх. То есть они стабилизируют среднее положение динамика так, чтобы вот эта вот антипружина компенсировала мое давление на динамик. Теперь, если я резко отпущу, то получится сильный дисбаланс. Усилитель уйдет в перегрузку и отключится. И дальше будет интересный процесс. Вот. Усилитель отключился. Динамик выперло наверх. Теперь его насосом всасывает обратно. Усилитель при этом выключен. И вот интересно, что в процессе всасывания обратно происходит скачок. Такое впечатление, что антипружина чуть-чуть мощнее, чем жесткость объема внутри. И вот в этом месте я, кстати, не понимаю, как они с этим борются. Возможно, просто скорость стабилизации этого положения по энкодеру достаточно велика, чтобы компенсировать эту нестабильность. И вот эта вибрация, я подозреваю, что эта вибрация происходит из-за того, что там у этого энкодера довольно-таки низкое разрешение, и ему приходится скакать между двумя соседними положениями, чтобы как-то вообще определить, что происходит. Вот я тут, значит, среди ночи открываю портал в параллельную вселенную. Итак, сделал я кучу измерений. Давайте для начала посмотрим на измерения на оси. Вот так вот выглядит АЧХ на оси. Давайте фазу уберем, не интересно нам. Есть такой вот довольно-таки существенный подъемчик на басах. И дальше АЧХ, ну такая не очень прямая, но в меру прямая. Микрофон при этом лежал на асфальте, уткнувшись носиком прямо в асфальт. Это нужно для того, чтобы устранить отражение от земли. Тем самым мерить колонку, как будто бы она в пространстве. На самом деле, получается не совсем в пространстве, потому что у колонки-то тоже получается как бы есть отраженная копия с как бы под асфальтом из-за отражения. Однако я считаю, что это объективно мерить именно так, потому что колонка всегда стоит на какой-то поверхности, и это отражение всегда есть. Вы, наверное, заметили, что у меня моя установка позволяет мерить зависимость от угла. И вот так вот как-то выглядит зависимость от угла. То есть каждое это измерение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 это микрофоны по вертикальному углу распределены, а измерение, вот где указаны градусы, это вращение всей стойки микрофонов вокруг колонки. Хотя на самом деле я вращал колонку, а не стойку микрофонов, потому что так удобнее. И вот получается такая вот большая-большая мешанина, в которой, естественно, довольно трудно что-то понять. И я просто взял и все эти измерения, я их усреднил с учетом того, какую площадь покрывает этот микрофон.
И в результате должен был получить ответ, сколько акустической энергии излучает эта колонка во всех направлениях. И вот что у меня получилось. Синяя кривая – это на оси, а вот эти две кривые – это интегральное излучение вперед, грубо говоря, вперед. То есть я спросуммировал все, что идет по оси и под 45 градусов, и под минус 45. А то, что идет под 90, минус 90 и так далее, я уже не учитывал. И вот это у нас вперед. А если и во всех вообще направлениях, то вот так вот выглядит АЧХ. Значит, еще интересно, что происходит со стереопанорамой. Так, а почему у меня не 20 кГц вообще? Значит, стереопанорама, как я делал? Я просто чуть-чуть вытащил разъем, так чтобы вот контакт на джеке, который правый канал и левый каналы, они соединялись, соответственно, правый канал соединяется с землей, левый канал соединяется с выходом правого канала аудиокарты. Получается, что на динамике приходит сигнал в противофазе. Я поставил колонку вот так вот и измерял угловую зависимость излучаемой энергии, вот когда в противофазе. И получилась вот такая картина. Я ее постарался скорректировать на все эффекты, но с другой стороны, я ее мерил довольно быстро, то есть одним измерением. Я не вращал колонку вокруг своей оси, я только вот по вертикальному углу смотрел. В случае, если это реальная вот true стерео, то есть колонки стоят на большом расстоянии, я ожидаю, что вот эта кривая должна более-менее совпадать с кривой энергетической. То есть вот с этой кривой она должна совпасть. Однако здесь мы видим, что на низких частотах стереопанорама пониженная, на высоких частотах стереопанорама повышенная. Эти измерения подтверждаются моим личным опытом, то есть колонка звучит, как будто у нее стереопанорама чуть больше, чем у тех колонок, которые я сделал и эквализировал им сайд-канал так, чтобы он играл так же, как и средний канал. Но, естественно, у меня никогда не получалось сделать на низких частотах, чтобы они одинаково играли, потому что там нужно совершенно безумные сигналы на динамике подавать. Вот. Слышно, что у этой колонки стереопанорама побольше. И вот измерения говорят, что она побольше, на самом деле только с частоты 700 Гц начиная. Так, как мы уже выяснили, на низких частотах у нее есть компрессор, поэтому я прогнал АЧХ. Вот это вот, на самом деле, АЧХ не вот так, как я тогда говорил, что у меня микрофон на земле. Нет, вот это как раз микрофон уже стоял в установке, где угловые измерения. Это вот первый микрофон, который максимально близко к земле, но он на самом деле не очень близко к земле, он немножко приподнят. Тут прям видно, что высоких частот не хватает уже. Я не совсем понимаю, почему так сильно на самом деле. Возможно, что у меня микрофоны откалиброваны не очень хорошо, но вообще я их калибровал. Я не совсем понимаю, почему так. И вот, на самом деле здесь я хотел лишь обратить внимание на компрессию, то есть насколько бас падает по мере того, как я увеличиваю сигнал. И вот когда вот так вот он нарисован, то вообще даже ничего толком и не заметно. Но если мы их сейчас выровняем, видно, что вот тут уже начинается завал. У меня, к сожалению, нет калибровки по абсолютным величинам звукового давления, поэтому вот это просто компрессор есть. Другого ничего сказать я на самом деле толком не могу. При какой громкости он начинается, сказать толком не могу. Когда-нибудь, наверное, дорасту до того, что смогу. Так, ну вот после того, как я все разобрал, я смог померить АЧХ DSP-процессора, который там внутри. То есть я просто подключился к терминалам динамиков. К сожалению, я поленился сделать это для низкочастотника, потому что для того, чтобы до него добраться, нужно как-то вывести эти провода, и при этом так, чтобы не нарушить герметичность. Это не то чтобы бесконечно сложно, просто мне лень. До среднечастотника и до пищалки добраться очень легко, поэтому их я и измерил. Значит, здесь показываю, что бывает, если подать сигнал на оба канала,
на канал, на которой стороне этот динамик, и на канал, который с другой стороны. То есть, как видно, даже когда я подаю сигнал на канал, который с другой стороны, у меня есть какой-то сигнал. Исходя из этого результата, я могу сказать, что у них в процессоре есть расширение стереопанорамы. И расширение стереопанорамы, как видно по этим спектрам, спектрально независимое. То есть они просто усилили сайд-канал примерно на 4 дБ. Так, теперь давайте я выключу все лишнее и просто посмотрим на АЧХ сигналов, идущие на пищалку и на среднечастотник. Кроссовер находится на частоте 3 кГц, и другой кроссовер находится на частоте, черт его знает, наверное, 150 Гц. Есть какая-то коррекция, то есть вот видно, что для среднечастотника идет завал к высоким, для высокочастотников имеется подъем к высоким, и завал дальше к 20 кГц, не знаю почему, но вот такие есть. И я вижу вот по этим уже кривым, что этот кроссовер это не обычный кроссовер, а это фазолинейный кроссовер. Если мы посмотрим на фазу среднечастотника, то фаза линейна. То есть и здесь кроссовер фазолинейный, и здесь кроссовер тоже фазолинейный. Клево. Вот такие дела. Послушаем чутка. Сравнивать буду со своей колонкой, которую я вроде бы настраивал, чтобы она была более-менее ровной. На самом деле не совсем получилось, но она поровнее. Сейчас играет Bravex. Теперь моя колонка. Так, давайте вернем стерео. Я случайно стерео выключил.
Вот я еще покажу на монозвуке, насколько она направленная. И вот моя. Направленности почти нет. Итак, вердикт по звуку. Бас у него поднят, довольно приятный, и его довольно много. Мне довольно трудно сказать, насколько впечатляющий бас для вот этого объема, но так вроде на глазок, судя по движению динамика, довольно-таки успешная их технология. Хотя мне даже интересно попробовать на обычных динамиках собрать в примерно таком же объеме и посмотреть, смогу ли я получить такой же displacement. И сколько на это потребуется мощности. А давайте глянем одним глазком. Вот у меня тут табличка с динамиками. Значит, в Brain, если считать, что их динамик работает на весь объем колонки, а не только на объем, который отведен под басовик, получается давление типа 3,7 килопаскалей. И я посчитал, какое давление они могут развить, при этом выходя на Xmax. И вот я смотрю, и вот это 3,7 килопаскалей – это такая вполне себе разумная величина. Некоторые динамики хуже, некоторые динамики лучше, а некоторые существенно лучше. Вот, например, вот этот Сика некая, дает аж 9 килопаскалей с хвостиком. То есть получается, что я, наверное, смогу получить тот же displacement в даже существенно меньшем объеме. Я, может быть, еще поищу другие динамики, но этот выглядит как очень хороший кандидат. Высокие и средние частоты у него как-то сильно опущены, а самые высокие частоты очень направлены. Видимо, из-за того, что когда эти две пищалки излучают в фазе, получается луч. Вдобавок еще вот эти два излучают в фазе, тоже получается луч. В общем, заполняет комнату звуком он не очень. На оси его слушать приятно. У нее есть аудиовход и режим саундбара, в котором задержка звука практически нулевая. Про конструкцию. Значит, вот не считая вот этого безобразия, которое было приклеено, и верхней панели, которая была приклеена и на защелках, и половина этих защелок уже поотламывались, колонка феноменально ремонтно-пригодная. Разобрать можно ее до самого основания. Все на прокладках, почти никакого клея дальше. И даже динамик, вот этот вот хитрый и сложный, разбирается. Чего я не ожидал. Технология интересная, хотя, конечно, система управления сложная. Я желаю этой компании удачи. Надеюсь, что эта технология немножечко у них взлетит. По-моему, это круто. Да, и пару слов о цене. Колоночка эта дорогая, но, с другой стороны, не очень дорогая. То есть я ее покупал за 700 евро, не считая доставки. Это, конечно, дорого для портативной колонки, но учитывая, что у нее инновационный дизайн, цена терпимая. Я думаю, вполне адекватная. Нормально. Хорошая. Значит, после всех этих измерений я решил сделать коррекцию. Коррекция выглядит так. Значит, это коррекция центрального канала, мид канала. То есть я исправил вот этот большой бугор, вот этот большой басовый бугор, который там есть. И по идее эта коррекция должна выводить его фронтальное. Вот то, что я показывал фронтальная ЧХ, но вот этого ЧХ эта коррекция должна заводить в полку. Дальше я дополнительно
исправил ее, добавив басов. Вот так вот. Басов почему-то хочется от этой колонки, не знаю почему. И исправил сайт-канал. Значит, вот это коррекция сайт-канала. Сайт-канал я исправлял, чтобы стерео было более правильно. И последнее, что я сделал, это, чтобы на высоких частотах не было вот этого луча, я сделал так, что центральный канал, то есть как бы монозвук, играет не в обе пищалки, а только в одну пищалку. Для этого все вот это безобразие. То есть тут есть кроссовер, на низких частотах мы все пропускаем как есть, а вот на высоких частотах мы делаем всякую хитрость, причем еще дополнительную хитрость пришлось сделать, чтобы бороться с их расширенной стереопанорамой. Но, в общем, вроде что-то я добился, и колонка стала звучать получше. Но вот если ее слушать так, как я вот показывал недавно, она звучит не очень. Высокие частоты режут слух. Но вот если ее поставить в комнате и отойти подальше, становится хорошо.